Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак, це YouTube-платформа 24 каналу. 27 грудня, пряма трансляція, тому, як завжди, попрошу вас бути активними, ставити лайки, підписуватись, коментувати, писати свої запитання, звісно ж, ділитися нашою розмовою. Тим паче, що в нас гість дуже шановний, це медіаексперт, це є медіаінвестор, журналіст-розслідувач «Шпігель» та «Інсайдер» Христо Грозєв. Христо, здравствуйте. Здравствуйте. Христо, наверное, начну наш разговор с того, что случилось буквально 2 дня назад. Это авиакатастрофа, это азербайджанские линии. Embraer летел, должен садиться был в Грозном, но ему не позволили. И что интересно, все говорят, официально еще неизвестно, я так понимаю, это будут затягивать очень долго. Но говорят, что ПВО российское в Грозном сбило этот летак, и уже есть ультиматум со стороны там депутатов в Азербайджане. Они говорят, что возьмите на себя вину, признайтесь, все честно. Как вы считаете, почему случился этот просчет? И признает ли Россия свою вину? Или, как показывает история, они никогда ничего не признают? Да, это хорошие вопросы. То, что случилось, мне кажется, очевидно. Это повторение практически того, что случилось 10 лет назад с сбитием Боинга MH17 малайзийских авиалиний, когда российская противовоздушная техника не смогла различить. Тогда они действовали полностью незаконно, конечно, как и сейчас, но тогда они действовали втихаря на территории Украины и притворяясь, что их нету там. Это сделало тогда для них даже сложнее использовать наличную для себя технику, чтобы определить правильно борт самолета, потому что опять делали это очень, скажем, втихаря. Сейчас они располагались со всей техникой, которая им доступна, и опять не смогли различить авиалайнера, этого летака, от того, что они приняли за украинский дрон. Какие доказательства есть? Еще вчера я давал интервью BBC, где было очевидно, что совокупность всего, что мы видим в открытых источниках, а именно фрагменты дырки, которые находятся на боку этого самолета, они очень похожи на фрагментные дырки, которые мы видели 10 лет назад на MH17. Они очень похожи по разбросу на то, что можно ожидать от противовоздушной ракеты «Панцира». Мы знаем, что «Панциры» находятся именно там, рядом с Грозным. Они об этом хвастались. Мы знаем, что именно в тот момент, в который пилоты сказали диспетчерам, что слышно был какой-то удар по самолету, что именно тогда была вспышка таких нескольких противовоздушных ракет, которые были выстроены. То есть все говорит о том, что российское ПВО сбило этот самолет, и что они сочла, что это украинский дрон. Это, конечно, абсолютно некомпетентность, но такого можно ожидать. А на ваш вопрос, что можно ожидать от следствия? Я думаю, что здесь есть что-то интересно именно то, что сам самолет упал в Казахстане, а отношения России с Казахстаном неоднозначные сейчас. Они начали как-то растаивать еще до начала инвазии, до начала вторжения в Украину, еще в январе 2022 года, когда Казахстан заподозрели российские спецслужбы в том, что создавали там эти протестные митинги, которые произошли в Казахстане. А вот недавно в английском суде прозвучала информация, и доказательства были объявлены, что российские спецслужбы готовили на протяжении 2023 года спецоперации против сына президента Казахстана. Это к тому, что нельзя ожидать слишком лояльного отношения со стороны Казахстана к России, и очень, очень возможно, что следствие пройдет действительно прозрачно. Конечно, будет давление, конечно, будут попытки перекупить лояльность и Казахстана, и Азербайджана, но я думаю, что этого не получится. Признают ли Россия? Здесь есть риск, что они до конца будут отрицать, как они это делали с MH17. Они могут поучиться от примера, например, который дал Иран 5 лет назад. Иран сбили, если помните, украинский самолет пассажирский, но после того, как
международное журналистическое сообщество, и мы, тогда я работал в Беллинкете, смогли доказать для общества, что нет никакого сомнения, что это они сбили, то иранский режим признался и сказали, что они это сделали по ошибке. Есть возможность, что Россия в этом случае отреагирует именно так и скажет, ну, видите ли, когда это правда, то мы признаем, а когда неправда, мы не признаем. То есть, возможно, и такое лукавство со стороны России, но это будет только если они увидят, что никакого сотрудничества не могут ожидать от казахских и азербайджанских властей. Но это увидим в течение пару дней, я думаю. Спасибо, Христо. Хотел бы вас еще спросить, вот в последний вот этот месяц, в декабре, спецслужбы Украины очень хорошо работали на территории и оккупированной территории, и на территории Российской Федерации. Среди прочего, они ликвидировали бывшего руководителя колонии Оленівка, там, где держали наших военнопленных. Также в Бердянске был ликвидирован еще один полковник. И, конечно же, генерал Кириллов, которого ликвидировали в Москве. Скажите, пожалуйста, дорогой Христо, насколько это напугало Кремль, спецслужбы, и насколько это серьезный просчет? Потому что мы все знаем, кто забыл с наших зрителей, это когда этот генерал Кириллов выходил из дома, как я правильно понимаю, взрывчатка заложена была в самокат, и самокат в конкретное время сдетонировал. Да, это была одна спецоперация, которая и будет иметь огромное значение, огромное влияние на возможности России вербовать и набирать людей на такие должности. Но сначала надо начать с того, что операция была сделана очень четко. Одно из обвинений, которые раньше были к украинским спецслужбам, которые делают ликвидацию на территории России, это в том, что, возможно, есть определенная неосторожность, определенная амбициозность, и что от этого могут пострадать невинные люди. Вот в данном случае все было сделано так, чтобы даже к западным, самым таким консервативным критикам не было возможности критиковать. Было наблюдение, как сами российские спецслужбы потом признались, было наблюдение в прямом эфире со стороны украинских спецслужб от близкостоящей машины, где телефон передавал в реальное время видеосигнал, и самокат взорвался только тогда, когда было видно, что единственно сам полковник, сам генерал и его лейтенант были рядом с самокатом. А почему это будет иметь последствия? Я общался с которые связаны с программой химического оружия в России. И реакция на эту ликвидацию такая, что есть паника среди именно этих специалистов, которые могли бы в будущем занять роль и позицию, которую освободил Кириллов. Никто не хочет, конечно, стать следующей целью. И, кроме того, здесь есть другой побочный эффект в том, что опять по данным из этих источников, Россия занималась подготовкой новой незаконной программы применения химического оружия, и в это были посвящены очень немного руководителей, включая сам Кириллов. И вот сейчас заменить такого генерала на нового, которому можно доверить такую очень-очень поверительную информацию. Еще раз, о таких проектах не говорят всем, говорят только тем, которым нужно знать. Сейчас придет определенное время перед тем, как ФСБ могут договориться еще с кем-то, чтобы ему доверять, и чтобы он согласился пойти на эту роль шефа химических войск. Поэтому я думаю, что будет какая-то пауза, будет какая-то дырка, а паника точно есть. Христо, скажите, пожалуйста, вот если говорить о войне России в Украине, понимаем, что 20 января будет в Соединенных Штатах Америки официально новый президент, Дональд Трамп. И он неоднократно заявлял, что готов, хочет и может окончить быстро эту войну. Но это он так уверенно говорил до того, как победил. После победы он признался, что за 24 часа у него не все так просто и не выйдет.
И что интересно, вчера Путин, выступая в Санкт-Петербурге, в своем родном городе, он сказал, что ни через 5, ни через 10, ни через 20 лет мы не допустим того, чтобы Украина была в Североатлантическом альянсе. Вот у меня вопрос, это одно из условий, да, якобы, что он предложит Путину там заморозку вступления Украины, нейтральность Украины. Это напрямую Путин откинул предложение Трампа. Насколько вы считаете, реально Трамп может повлиять, Трамп может что-то сделать? И реально ли то, что в ближайшие месяцы, кстати, об этом и говорил премьер-министр Польши Туск и Эрдоган, что в ближайшие месяцы должно что-то случиться, и, может быть, война будет окончена. Насколько вы в это верите? Во-первых, не надо принимать ничего, что Путин говорит, как чистую монету. Очень вероятно, что то, что он говорит сейчас, это поднятие цены в будущих переговорах с Трампом. Он знает, что будет ультиматум со стороны Трампа. Это еще год назад говорилось с командой Трампа, будущего президента, когда они еще были в команде кандидата, что у них будет ультиматум. Ультиматумы будут идти к Путину, будут, к сожалению, к Украине, для того, чтобы как можно быстрее закончить войну. Эти ультиматумы будут с ценой и для России, и для Украины. Я думаю, что, понимая это, Путин сейчас пытается просто устранить от этого ультиматума и устрашить Трампа, чтобы не включать именно это условие в ультиматум, именно обязательное присоединение Украины к НАТО. Но опять, я думаю, что это не окончательная позиция Кремля. Из источников, с которыми я общался, понимаю, что Кремль будет даже готов принять участие Украины при включении Украины в НАТО, но при определенных условиях, которые исключают, например, расположение американских войск не только в Украине, но даже условия, чтобы убрать американские войска из Восточной Европы. То есть, возможно, я считаю это очень вероятным, что Кремль согласится на какой-то компромисс, в котором Украина в НАТО, но при условии, что американские базы будут убраны из Польши, Чехии и, конечно, не будут в Украине. Это возможно, будет даже приемлемо для Трампа, но я думаю, что такое условие будет неприемлемо для Польши и для Чехии. То есть все-таки переговорный процесс будет. Будут условия, которые, мне кажется, неприемлемы для определенных стран, но то, что Путин сейчас говорит, нельзя принимать как чистую монету. Кстати, Христо, хочу зафиксировать. Вы говорите, что вы говорили с источниками, и якобы Кремль полностью не отбрасывает вариант вступления Украины в НАТО. Вот, это самое неожиданное для меня. Это из московских источников, близких к Кремлю, пришла именно эта позиция. Но при условии, что американские... И тогда официально якобы Путин может сказать, ну, мы прогнали американцев с Европы, вот. да? Вот. Он это продаст внутри России как политическую победу, так, чтобы люди забыли о том, что все-таки НАТО расширилось и включило Украину. И опять, по мнению этих источников, это происходит из-за давления круга около Путина. То есть это не его собственная идея, не его собственное желание, но это давление от этих олигархов, которые хотят все-таки как-то избавиться от санкций в долгосрочном плане. Христо, а вот вы имеете много сильных источников. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот опять-таки я процитирую то, что сказал представитель России, но помним в голове, что ничего за чистую монету не нужно воспринимать. Лавров сказал следующее, что Россия не хочет никакого перемирия, только устойчивый мир, ну, у них другой немножко устойчивый мир, нежели для Украины и нормального мира. И также он сказал, два вопроса, извините, что якобы Франция пыталась несколько раз контактировать с Кремлем в обход Украины. Давайте начнем с того, реально ли то, что России не нужно перемирие, потому что то, с чем мы каждый день сталкиваемся, мы видим, что много потерь, много техники тоже утрачено, также экономика на пределе, и вот мне кажется, что в какой-то момент все может рухнуть. Ну, ваш вопрос абсолютно риторический. России нужно перемирие, и то, что Лавров говорит наоборот, это только означает, что им оно еще более нужно, чем мы думали. Лавров — это типичный
просто не могу найти хорошее слово для правдивости его слов. Они никогда не являются, даже не коррелируют с действительностью. Поэтому то, что он говорит, это ничего не означает. России нужно перемирие столько же и даже больше, чем Украине. Опять источники изнутри олигархических структур выступают с мнением, что они не знают, как долго экономика России может жить в режиме, в котором не создается ничего, добавленная стоимость не создается, завышение этих параметров, которые оптически выглядят как какая-то улучшенность экономики, это только из-за того, что военно-промышленный комплекс создает продукт, который уничтожается на поле боя. Но и из-за того, что там средняя зарплата увеличивается в стране из-за военных зарплат, которые оплачиваются, а средняя зарплата на количество населения увеличивается из-за того, что количество населения падает. Поэтому они не знают, как долго просуществует экономика. Это может быть от 6 месяцев, но может быть и до 2 года. Но по-любому они видят на это как на какой-то процесс, который закончится рано или поздно. Поэтому им нужно перемирие. А по поводу второго вопроса, это абсолютно информационный вброс. Сегодня я получил информацию напрямую от французского правительства, в котором говорится, что это лжеинформация со стороны Кремля. Они напрямую даже, я думаю, что опубликовали уже сегодня позицию, в которой говорится, что никаких переговоров не идут вскользь и в сторону от Украины, и что это очередная попытка России всеять раскол среди союзников, и что ничего такого не может быть. Христо, я еще вот подумал о высказываниях Трампа, о вот вашей инсайдерской информации. А может ли быть это тайный сговор? Я о чем говорю? Что вот якобы Москва говорит, что мы не против, чтобы Украина вступила в НАТО, но войска Соединенных Штатов Америки должны полностью уйти с европейского континента. Но, с другой стороны, Украина должна еще получить предложение НАТО. А здесь Трамп скажет не сейчас. И что мы имеем? Что Украина не в НАТО, войска Соединенных Штатов Америки убрали. Вот так, якобы официально Украина и не имеет нейтралитет, но и приглашения в НАТО тоже нету. Ну, конечно, это все возможно, но если единственно Трамп был человеком, принимавшим такое решение, я мог бы допустить такой сговор, но команда, которую он все-таки унаследяет, это люди частично с большим опытом и с пониманием российской угрозы, поэтому я не думаю, что они настолько наивные, что примут такое альтернативное предложение. Еще раз хочу сказать, что немножко уточнение. Условия, на которые Кремль, я так понимаю, будет готовой, это не того, чтобы оттолкнуть всю американскую армию от европейского континента, а только от Восточной Европы. То есть в Германии они могут остаться, там, где раньше было, во Франции, в Англии они могут остаться. Хотел бы еще вас спросить, Христо, скажите, пожалуйста, насколько серьезное влияние спецслужб России на Восточную Европу? Потому что, вспоминаем выборы в Румынии, да, были и в вашей стране, в Болгарии тоже замечены какие-то силы, которые пытались влиять на волеизъявление. Насколько сейчас Москва сильна в Восточной Европе? Можно сказать, что она менее сильна, чем было в Болгарии. Точно она менее сильна, потому что даже 5 лет назад влияние в разных спецслужбах и в военной инфраструктуре Болгарии было намного больше. Сейчас, после того, как Болгария выслала рекордное количество фейковых дипломатов, почти 70 полтора года назад, уменьшилась даже возможность российских служб рекрутировать, вербовать и работать со своими активами. Поэтому вижу замедление и уменьшение. В Румынии это, конечно, было неожиданное
неожиданный поворот, который доказывает, насколько есть дырки вообще в системе защиты демократии, которые можно использовать люди, если у них есть желание и ресурсы, а именно возможность через TikTok в одной стране повернуть общественное мнение и заблудить значительную часть общества, чтобы проголосовать за одного кандидата, который появился из никуда и, очевидно, имел связи с российскими спецслужбами. Но это, скорее всего, исключение. Это пример, от которого будут отталкиваться другие страны, чтобы этого не допустить. И вот даже в Румынии она имела свою прочность системы законодательной, чтобы увидеть, как это произошло, отменить выборы и сделать так, чтобы в новые выборы такие внешние влияния не были допущены. К сожалению, продолжает влияние спецслужб, российских спецслужб в страны, как в Австрии даже, где я прожил 20 лет, где мы видим, что значительную часть их собственных представителей спецслужб были завербованы. Даже неизвестно до сих пор, сколько из них были завербованы за деньги, а часть из них по идеологическим причинам. Австрия пытается как-то избавиться от этого и умыть свой стыд, но из-за того, что законодательная база в Австрии, она не построена на то, чтобы бороться со шпионами. В Австрии никогда шпионаж не был преступлением, кроме если он не направлен на интересы самой Австрии, то вот опять российские спецслужбы нашли такую дырку именно в этой стране, где можно работать без последствий для себя. Но опять Австрия увидела эту дырку и пытается это решить. Я думаю, что, не думаю, а знаю, что есть законодательные изменения, которые сделают шпионаж, любой шпионаж незаконным и преступлением внутри Австрии. То есть мы видим процесс, который Россия потеряла очень много из своих возможностей из-за того, что нету дипломатов, из-за того, что россияне, которые путешествуют, проверяются намного прочнее, чем раньше, и поэтому они пытаются находить другие рычаги, другие дырки. К сожалению, они находят такие и среди не австрийцев, они не россияне, они пытаются, например, для своих диверсий, для своих саботажей нанимать не россиян, они нанимают молдаване, болгары и, к сожалению, огромное количество украинцев из подконтрольной им территории, которые, благодаря тому, что у них есть возможность путешествовать по Европе без визы, они соглашаются выполнять определенные задачи для российских спецслужб. Христо, как вы оцениваете роль и чего добиваются такие вот два персонажа, иначе не скажу, это Фицо и Орбан, да, премьер-министр Словакии, извините, Словакии и Венгрии. Они играют исключительно в своих интересах или это прямые агенты Москвы, потому что, ну, извините, пожалуйста, как так? Ты летишь в Москву, о чем-то там договариваешься со стороной агрессора, тот, кто напал, а потом говоришь, слушай, жертва, Украина, я там поговорил с агрессором, есть предложение, но это уму непостижимо. Но это уму непостижимо, и можно сказать, что европейское сообщество так и отреагировало. Они их критикуют, они их считают абсолютно предателями. Может быть, не все называют их этими словами, но ощущение такое. Поэтому не стоит даже обсуждать. Для Украины, конечно, они должны выглядеть как предателями, как ужасные не друзья Украины. Но важно, что почти все европейские страны их воспринимают именно так. И это уже хорошо. Почему они себя так ведут? Ну, конечно, они оба популисты, то есть у них есть собственные внутриполитические цели иметь возможность давать дешевый газ, показывать, что они именно интересуются интересом своего народа и никаким там европейскими интересами. То есть это центр их собственной политической доктриной. Но, конечно, к тому можно гипотетизировать, что у Кремля есть определенные рычаги на них. Конкретно с Орбаном очень много наших коллег из Венгрии давно говорят о том, что у него, возможно, были связи с представителями организованной преступности в России в 90-х годах, и поэтому, возможно, есть компромат на него. Поэтому, возможно, комбинация между популизмом и личных интересов. Спасибо, Христо.
Хотел бы вас также вот спросить о заявлениях последних Трампа. Начну с того, что архитектура после Второй мировой войны безопасности мира, да, она разрушена Путиным, ее нету. И новую еще никто не пытается строить. Или пытается, но мы не знаем. И вот заявление Трампа о том, что Гренландию хочу купить, что-то там сделать. Канада очень прекрасный 51-й штат. Панамский канал мы инвестировали, американцы, должен нам принадлежать. Вот такие высказывания экспансии. Может ли быть такое, что вот с приходом Трампа они попытаются договориться с Путиным, чтобы поделить и выстроить новую архитектуру мира и безопасности под свой лад? Это самый страшный вариант, но даже если до этого не дойдем, то такие слова со стороны Трампа, даже если они являются чистым популизмом и символикой, которой он хочет просто, чтобы часто американцы влюбились еще больше в него, даже это создает нестабильность в мире и легализирует, легитимирует, валидирует то, что Кремль делает. Это было и при первой администрации Трампа, когда его готовность договариваться с преступными режимами, его готовность встретиться с руководителем Северной Кореи, и даже его называть другом, его близкое общение с коррумпированными лидерами, создало такое ощущение, что это приемлемо. И создало больше желания среди кандидатов стать диктаторами, именно такими быть, потому что вот это принимается как нормально. Вот в новой администрации Трампа, если он реально пойдет на то, чтобы поменять мир вне законных путей, а только на основе силовых приемов, это даст еще более страшный толчок таким процессам. И тогда вот России никто не может сказать, вы именно являетесь страной-агрессора, потому что Путин всегда может указать пальцем на Трампа и говорить, он тоже забирает так страны, которые исторически по каким-то причинам считаются принадлежащей Америке. Я не думаю, что мы к этому придем на делах, но сами слова, еще раз говорю, они очень опасны, потому что легитимируют действия России. Почему он это делает? Опять, невинное объяснение, что он просто полезный идиот, а не то, что он в сговоре с Россией это делает. Христо, также бы хотелось спросить вас о высказываниях Трампа относительно процента от ВВП, которые должны страны Альянса НАТО выделять на оборону. Это 5%. Вот видите ли вы здесь логику? Потому что если так надавить, потому что мы понимаем, что сейчас 50%, около 50% защиты НАТО — это бюджет Соединенных Штатов Америки. В перспективе, что это правильный ход, чтобы страны Европы могли сами себя защищать, потому что Россия с границ никуда не денется. Это, может быть, единственная очень полезная вещь, которую Трамп сделал, это изменение ожиданий и надежд от защиты со стороны Америки во время администрации Трампа среди европейских стран и понимание, что все-таки доля бюджета должна быть намного выше этих 1,5%, которые многие страны считали достаточно. До 5% вряд ли дойдет, но уже вижу, как страны, которые раньше считали, что 2% более чем достаточно, сейчас говорят о 3-3,5%. Поэтому я уверен, что мы увидим более высокая доля внутри бюджета НАТО со стороны европейских стран, чем раньше было, что хорошо, а и более вообще высокая доля из брутного валютного продукта на самооборону, которая сделает европейские страны более независимыми от возможного американского, скажем, изоляционного президента. Христо, также хотел бы вас спросить, Сирия, да, то, что произошло в Сирии, насколько это бьет по, может быть, репутации Путина, насколько он теряет влияние на Ближнем Востоке,
Потому что официально он говорит, что цели достигли, главное, что террористы не пришли к власти, но очень мне смешно, потому что когда в 2013 году Янукович бежал с Украины, он сказал Путин, что здесь переворот в Украине. Когда Асад бежал в Москву с Сирии, он сказал, что новая власть, будем договариваться. Вот я не могу понять, а как и когда Москва вычисляет, кто террорист, а кто нет. Ну, как угодно по конъюнктуре вообще медийного пространства. Абсолютно согласен здесь, что нету стандарта для России. Но более важную часть вашего вопроса, какие последствия будут иметь, они значительные. Дам только один пример, который уже вижу, как происходит изменение из-за того, что Россия потеряла свою контроль над Сирией. Большая часть из присутствия российских спецслужб и ЧВК в Африке было построено на том, что Россия доказала, что она может помочь одному диктатору, вопреки очень многим оппозиционным группам и разным войскам, которые боролись с центральной властью в Сирии, помочь этому диктатору остаться на власти. Сирия была примером для очень много африканских диктаторов, которые принимали помощь, просили помощь, соглашались на сотрудничество с российскими службами для того, чтобы они тоже остались при власти. Вот оказалось, что ничего не может гарантировать Путин Асаду, и уже есть понимание в Африке, что все это слова, и что, возможно, надо им договариваться не с Путиным или не единственно с Путиным, а может быть договариваться вообще и с другими странами, с Китаем, договариваться с европейскими странами о легитимности и приобретении легитимности власти. И это хорошие последствия. К этому, конечно, помогло и негласное участие определенных украинских определенной активности украинских спецслужб в Африке, которые тоже смогли вовремя, за несколько месяцев до того, как случилось то в Сирии, доказать, что ЧВК российские не владеют ситуацией полностью. Кстати, Христо, я тоже так немножко регулярно удивляюсь, то Главное управление разведки говорит, что мы в Африке помогли, да, уничтожить вагнеровцев, то говорят, что наши воины и инструктора беспилотных систем в Сирии были и помогали. У меня вопрос, может, у вас есть сведения, насколько вот после 24 февраля 2022 года структуры спецслужбы, разведка в Украине выросли, насколько они стали сильны? Даже вспоминая начало нашего разговора, когда мы говорили о регулярной ликвидации там, генералов, в том числе и в Москве. Они стали намного сильнее. Это вообще факт, который признается всеми странами, даже российской стороной. Здесь важно то, что для России паника признавать, что украинские спецслужбы стали сильными, поэтому они до сих пор и на будущее всегда будут приклеивать к операциям украинских спецслужб какие-то мифические американские, натовские кураторы или центральные идеи, которые приходят за океаном. Опять, чем больше они называют участниками в таких спецоперациях натовские страны, в которых никакого натовского участия нет, тем больше это означает, что они признают и боятся именно этой улучшением вообще качества и количеством акций, которые происходят из Киева. Да, мы тоже видим и не только учащение и больше географский масштаб этих действий украинских спецслужб, но и улучшение по качеству, улучшение по ограничению, скажем, побочных эффектов, то, о чем мы говорили в самом начале, более такие четкие, более хирургические операции, которые не составляют опасность для невинных посторонних жертв. Христо, и последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вот почему-то многие, в том числе и в Украине, да, и многие лидеры других стран восприняли победу Трампа на выборах как вот, ну, буквально уже вот-вот на столе договор о перемирии или прекращении огня. Насколько вы знаете, верите, что в 2025 году
активные боевые действия или война в общем, ну, что-то произойдет и к чему-то должны договориться? Инсайда об этом нет, потому что такой информации, как информации нету ни в Кремле, есть ожидания, есть планы, есть блефы, ни в Америке. Но можно аналитически просто посмотреть на то, что Трамп обещал своим близким американским олигархам, можно так сказать, что он договорится с Путиным, что он договорится с Зеленским. У него есть рычаги этого делать, потому что Конгресс и Сенат подконтрольны ему, поэтому он может как открыть, скажем, поток нового оружия, нового вооружения для Украины, как часть своей стратегии запугивания Путина. Это было, кстати, частью его блефа, о котором говорилось до его выбора президента, что он будет использовать именно такую угрозу, что он отдаст неограниченное количество оружия Украине, если Путин не придет на стол переговоров. У него эта возможность есть из того, что он контролирует оба зала Конгресса. Поэтому я думаю, что если посмотреть на американскую тенденцию, мы увидим попытку, реально попытку и возможность привести к какой-то договоренности. Если посмотреть на то, что происходит в Кремле, опять из-за того, что олигархия там и силовики понимают, что нельзя сделать долгосрочные прогнозы в пользу Кремля ни в экономике, ни в военном плане, то будет давление на Путина договориться. Поэтому чисто аналитически посмотрев, я думаю, что будет процесс, который должен привести к какому-то миру в 2025 году. Но здесь, конечно, ничего из этого нельзя решать без участия Украины, потому что то, что они могут, о чем они могут договориться, может оказаться абсолютно неприемлемо для Украины. И они должны понимать, что Украина не то государство, как Россия, где народ примет то, что ему будет спускать правительство, что народ тоже имеет свое право. И доказала очень много раз, что народ, если не принимает, то он выходит на улицу, так как в России никогда этого не будет. Христо, извините, еще одно маленькое уточнение. Вот Трамп хочет окончить войну. Он об этом с 23 года уже посчитали, сказал 33 раза в своих публичных выступлениях. Трамп хочет окончить войну, и ему абсолютно все равно, на каких условиях, на условиях добра, на условиях жертвы, чтобы жертва, имеется в виду Украина, отстояла свою территорию и в будущем могла претендовать на то, чтобы отвоевать все территории до 91 года. Или ему абсолютно все равно, ему главное, чтобы в истории записали, пришел Трамп, война остановилась. Да, я, к сожалению, должен подтвердить, что ему лично все равно, это мое ощущение, но, еще раз, команда профессионалов, которые все-таки работают с ними, им не все равно, они понимают риски российской угрозы, которые будут продолжать, и они будут не только в сторону Украины, они будут в сторону и самой Америки. Поэтому я думаю, что ему не будет позволено привести к какому-то фальшивому миру на условиях, которые абсолютно неприемлемы для Украины. Христо, большое вам спасибо за этот разговор. Спасибо, что вы нашли время. Я вижу по комментариям, что очень рады вас видеть нас на YouTube-канале. Я очень надеюсь, что это наш не последний разговор. Спасибо. Спасибо, Ігор. До встречи. До зустрічі. Нагадаю, з нами був Христо Грозєв, це є медіаексперт, медіаінвестор, а також журналіст-розслідувач видань «Шпігель» та «Інсайдер». Будь ласка, поставте цьому відео лайк, прокоментуйте, підпишіться і, звісно ж, поділіться нашою розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак. З вами традиційно побачимось в ефірі 24 каналу.